Здравствуйте, друзья! В этом видео мы снова поговорим о том, с чего чаще всего начинается строительство умного дома – организация освещения. Герой обзора – управляемое по ZigBee реле, предназначенное для установки в подрозетник. Причем для его работы не требуется подключение нулевой линии, что часто является камнем преткновения. Ведь в условиях готового ремонта очень часты ситуации, когда нулевая линия подведена сразу к светильнику и отсутствует в подрозетнике выключателя. Я специально решил уделить больше внимания именно вопросу монтажа устройства. Также расскажу, для чего нужен и как подключается балластный конденсатор. Во второй части обзора поговорим о работе реле в различных системах управления умным домом. Тип устройства – одноканальное реле без нулевой линии. Интерфейс ZigBee 3.0. Коммутирующий элемент – твердотельное реле. Мощность нагрузки от 10 до 100 Вт. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 40 градусов Цельсия. Размер 46 на 46 на 18 мм. Классика жанра для устройств экосистемы Tuya Smart. Универсальная белая коробочка. В качестве опознавательных знаков наклейка с параметрами устройства, про которые я уже рассказал. Комплект поставки на минималках, реле и небольшая инструкция на английском. Хотя в данном случае могли бы добавить еще кое-что, но об этом дальше. Ничего особенно полезного в инструкции я не нашел, да и устройство одно из самых распространенных и простых в настройке. Реле имеет форму квадрата с скошенными краями, предназначено для установки в подрозетник. Хотя в комплекте имеется пластиковый держатель для динрейки, мне кажется, что в электрощиток лучше ставить устройство в более стандартном форм-факторе автоматических выключателей. Еще один момент, на изображениях из магазина и не только, это устройство изображено несколько по-другому. То устройство, что приехало ко мне, очень сильно мне кое-что напомнило, но об этом чуть позднее. В отличие от своего изображения, у реального прототипа 6 контактных площадок, а не 4. Но функционально все то же самое, просто два контакта дублируются. Задняя крышка. В качестве креплений тут защелки, разбирается все довольно просто, и мы сейчас посмотрим, что у него внутри. Поддеваем крышку при помощи отвертки и снимаем с защелок. Ничего откручивать не надо, все быстро и удобно. Аккуратно достаем содержимое, придется немного поддевать с краев, чтобы плата не цеплялась за защелки на корпусе. ZigBee модуль установлен вторым этажом, справа тут хорошо видно кнопку, она нужна для перевода реле в режим сопряжения и может переключать его состояние. Правда, чтобы добраться до нее извне корпуса, понадобится скрепка. Вот еще крупным планом немного схемотехники устройства. Вообще я в своих обзорах основное внимание уделяю логической составляющей, работе в умном доме, и не делаю подробных описаний элементной базы. Задняя часть. Реле маломощное, видимо поэтому силовые дорожки тут не отличаются от других и дополнительно не пропаяны. В начале видео я сказал, что это реле мне кое-что напомнило. Думаю, вы понимаете почему. Герой обзора здесь и далее находится слева, а справа аналогичное реле от Лансонха. Снаружи они совершенно идентичны. Все различия видны только внутри, хотя много общих деталей у этих устройств прослеживаются и тут. Кроме того, что в реле применены разные ZigBee модули, из того, что видно явно, у героя обзора установлен дополнительный конденсатор и тепловой предохранитель. У версии от Лансонха в качестве предохранителя проволочка, а конденсатор отсутствует в принципе. С задней стороны тоже можно увидеть много различий, хотя и на первый взгляд тут все очень похоже. Как я и обещал, перейдем к вопросам монтажа. Классическая схема управления освещением выглядит так. 0 подается напрямую на светильник, причем провод прокладывается отдельно и в подрозетнике его нет. А вот фаза идет сначала в подрозетник, где она подключена к выключателю, и уже из него дальше идет на светильник. Выключатель просто замыкает и размыкает контакт, подавая и отключая питание на светильник. Все просто. Реле ставится вместо выключателя и использует те же самые провода. Никаких доработок в этом случае не требуется. Фазный провод подключается на контакт L, а от контакта L1 второй провод идет на светильник. 0 для этого устройства не нужен. При этом сохраняется возможность ручного управления. Тот же самый обычный выключатель подключаем к контактам S1 и COM. Реле реагирует на замыкание между этими двумя точками. Эти схемы описаны и в инструкции. Справа сверху подключение реле без выключателя, он не обязателен.
Слева внизу только что рассмотренная нами схема, и справа внизу аналогичная по сути схема, которая замыкает те же контакты, только тут применена пара проходных выключателей. Ручной режим работы сохраняется всегда. Сейчас реле не подключено ни к какому шлюзу или стику. Вот так обычно выглядит подрозетник с проводами на один светильник. Один провод входная фаза, второй исходящая на светильник. Какая из них какая, легко определить при помощи индикаторной отвертки. Размер реле позволяет разместить его в подрозетнике, но, как всегда, есть нюансы. В моем тестовом стенде используются гибкие провода малого сечения. При использовании жестких проводов установить реле будет проблематично. Подключаем выключатель. Тут смело берем как раз такие гибкие провода, больших токов тут нет. Второй нюанс: даже при максимальной утрамбовке реле в подрозетник стандартной глубины, мой выключатель все равно немного торчит наружу. Решение — использование или более глубоких подрозетников, или максимально тонких выключателей. Смысл в том, что при сохранении старой ручной схемы добавляется возможность управления светильником через систему умного дома. Теперь рассмотрим еще один важный момент работы реле без нулевой линии. Еще раз посмотрим, как организована схема подключения. Нулевая линия идет напрямую на светильник, в подрозетнике ее в принципе нет. Фазный провод подключается в контакт L, а из контакта L1 идет на светильник. Разрыв и соединение линий происходит именно тут. Выключатель подключается напрямую к реле и на общую схему не влияет. Его может и не быть вовсе, если вы решите управлять реле при помощи беспроводных логических контроллеров. Отсюда вытекает следующая особенность работы реле без нулевой линии. Если светильник отключить, то в линии образуется разрыв. Электрическая цепь тут разорвана в месте патрона для лампочки, потому что я ее достал, и реле уходит в оффлайн, так как питания на нем нет. Нечто подобное происходит при слишком маломощной нагрузке, поэтому в требованиях указана мощность от 10 до 100 Вт. Для решения этой проблемы применяется балластный конденсатор. В данном случае он выполнен в виде готового к установке блока в пластиковом корпусе. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Но на самом деле нет никаких проблем в том, чтобы применить просто обычный конденсатор подходящего номинала, особенно если у вас такие уже есть. Разницы в использовании не будет, кому как удобнее. Подключается он параллельно светильнику, естественно уже после реле. Можно прямо на контактах самого светильника между фазой и нулем. С установленным конденсатором все работает так, как и работало. С тем исключением, что даже если светильник будет слишком маломощным или вообще будет отсутствовать, благодаря конденсатору цепь остается замкнутой и реле получает питание через него. Перейдем к сопряжению. Для этого, напомню, нужно нажать на кнопку справа сверху, но для этого понадобится скрепка. Ее я имел в виду, что можно было бы ее добавить в комплект поставки. Нажимаем и держим, пока светодиод не начнет мерцать. Режим сопряжения автоматически отключится примерно через минуту. Разбор систем управления начнем с базовой для этого устройства Tuya Smart. Для подключения нужен любой совместимый с экосистемой ZigBee шлюз, у меня это Ethernet версия от MOES. В его плагине запускаем режим подключения и нажимаем на кнопку, диод уже мерцает. Переводим реле в режим сопряжения, через некоторое время устройство подключится и появится в окне плагина. При необходимости меняем имя и указываем локацию размещения. После этого герой обзора в виде настенного выключателя появится в списке дочерних устройств шлюза. Также он будет виден и в общем списке системы. Включать и выключать можно, не заходя в плагин, нажимая на кнопку справа. В плагине центральную часть окна занимает выключатель, который подсвечивается, если реле замкнуто. Внизу две опции — таймер и настройки. В меню таймера есть три опции. Меню обратного отсчета позволяет задать его на период от 1 минуты до почти 12 часов, после этого реле переключается. Планировщик позволяет создать расписание включений и выключений по времени и дням недели, причем как разово, так и периодически.
На третьем меню отложенного отключения я остановлюсь чуть подробнее. Тут есть возможность задать интервал времени, в том числе и в секундах, через которое реле автоматически отключится после включения, в данном случае в течение 5 секунд. Вот как это выглядит. В меню настроек можно задать режим реле после восстановления питания, всегда включено, выключено и помнить последний статус, а также тип выключателя. В первом случае любое его переключение приводит к смене состояния реле. Во втором у выключателя есть фиксированное положение «включено» и «отключено». А третий пункт предназначен для возвратных выключателей, их еще называют звонковыми. Как и большая часть устройств экосистемы TUIA Smart, реле может участвовать в автоматизациях и в разделе триггеров, и в разделе действий. В качестве триггера, события, инициирующего действие автоматизации, можно использовать состояние реле и время таймера обратного отсчета. В разделе действий есть управление реле, включить, выключить и переключить состояние на противоположное, а также установка обратного отсчета. Например, для того, чтобы после включения света отключить его через заданный интервал. В системном меню настроек есть информация о совместимости с сторонними системами управления, такими как Google Home, Amazon Alexa, Яндекс и другими. Тут же есть меню обновления прошивки. В родном приложении реле работает быстро, без задержек, управление сквозное. В первом режиме работы любое переключение клавиши выключателя инвертирует статус реле. Обратите внимание, что реле работает совершенно бесшумно. Отключим лампочку. Благодаря конденсатору реле продолжает работать. Все еще работает режим отключения через 5 секунд. Google Home управление реле появляется автоматически в том случае, если у вас подключен аккаунт TUIA Smart. Дополнительных действий предпринимать не нужно. Доступно управление состоянием реле, в том числе и через голосовой помощник. Имя устройства изначально пробрасывается как в TUIA, но его можно и поменять. Альтернативная система управления начнем с Sprout Hub. У меня он собран на базе Raspberry Pi 3B+, на которой развернута операционная система с программной частью хаба, и Sprout Stick Pro. Вот так сейчас выглядит его веб-интерфейс. Запускаем поиск устройства и режим сопряжения на реле. Ждем прохождения опроса. Реле поддерживается, определилось как выключатель. Управление работает корректно, реле реагирует на изменения статуса. Подключение к Sprout Hub обеспечивает и неподдерживаемый штатно проброс в Apple HomeKit. Он как раз и выполняет роль моста, через который устройство появляется в системе. Что касается скорости работы, в большинстве случаев реакция и обратная связь моментальны. Но время от времени тут случаются задержки с синхронизацией статусов. Изначально я просто отметил для себя этот факт, после чего приступил к тестам с другими координаторами. Но полученные результаты, о которых чуть далее, заставили меня сомневаться и повторить этот тест. На следующий день я пересобрал стенд, использовав только минимум из необходимого, и снова подключил реле к Sprout Hub. И проверил уже в его интерфейсе, чтобы исключить фактор HomeKit. Но время от времени все равно я получал небольшое отставание по обновлению статуса устройства.
хотя на других гаджетах, подключенных к Sprout Hub, такого я не наблюдал. Вернемся к HomeKit. Он дает возможность сделать автоматизацию для устройств из разных экосистем. В качестве примера круглая кнопка Xiaomi, подключенная через тот же Sprout Hub. Назначим на нее включение и выключение реле. Все работает, но, конечно, не хватает возможности задать действие переключения состояния, чтобы включать и выключать по одному и тому же нажатию. Раздел Home Assistant начнем с штатной интеграции TUI, через которую реле автоматически после подключения к шлюзу попадает в систему. Кроме включения и отключения, тут есть возможность настроить состояние после отключения питания, правда статусы отображаются в виде цифр. Работает быстро, задержек не заметил, но нужно помнить, что для работы этой интеграции нужен беспрерывный доступ в интернет. Перейдем к независящей от интернет-интеграции ZigBee to MQTT. Использую актуальную на дату обзора версию 1.22.2. Запускаем режим подключения. На реле держим скрепкой кнопку, пока не начнет мерцать светодиод. Пошел процесс подключения. Ждем завершения прохождения интервью. Устройство поддерживается штатно, конвертеры не нужны. Готово. Обратите внимание, что тут используется та же картинка, что и в магазине. Конечное устройство, не роутер. Переключатель состояния реле работает корректно, реакция моментальная. Состояние после отключения питания. Есть и выбор типа выключателя. Интерфейс Home Assistant. Тут есть switch и выбор поведения реле после восстановления питания, сущность Select. В скрытых есть сенсор, который отображает это выбранное состояние. Думаю, что вместо него было бы полезнее сделать еще один Select с типом выключателя. Скорость работы и реакции на ручное переключение. В ходе тестирования задержек не было ни разу. Полноценная поддержка реле добавлена в прошивке не старше 13 января 2022 года. Процесс подключения стандартный. Под реле написан отдельный конвертер номер 163. Вкладка состояний. Тут находится переключатель реле, сенсоры последнего отклика и уровня качества связи. Управление и обратная связь работает корректно. На следующей вкладке опций находятся настройки состояния реле при возобновлении питания и тип выключателя. Все названия полностью идентичны тем, что мы видели в ZigBee to MQTT. С Home Assistant шлюз работает через MQTT и одноименную интеграцию. Вот меню устройства, подключенного через SLS. Switch, управляющий состоянием реле.
и сенсоры для состояния реле после восстановления питания и выбранного типа выключателя, а менять их в интерфейсе шлюза. Уровень качества связи и последний отклик по умолчанию скрыты. Скорость работы реле через SLS-шлюз. Тут, как и в ZigBee to MQTT, все практически моментально. Задержек по получению обратной связи или отправке команды также не обнаружено. Итак, мы разобрали конструкцию и способ монтажа ZigBee реле без нулевой линии. Как можно было убедиться, это хороший способ незаметного и безболезненного перевода освещения в умный дом. Базовое управление остается прежним через выключатель, причем оно не зависит от работоспособности умного дома, наличия Wi-Fi и интернет, механический выключатель работает всегда. Плюсом устройства можно отнести его компактность, бесшумность, ZigBee интерфейс, поддержку в альтернативных системах умного дома и, конечно же, стоимость. К минусам невысокую мощность. Несмотря на заявленные 100 Вт для LED, реле от Lansong, с которым я сравнивал героя обзора, моментально вышло из строя при подключении через него 62-ваттной LED-люстры, хотя вполне допускаю, что герой обзора окажется более мощным. На этом все, надеюсь, видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы, упомянутые в видео, а также мои проекты, посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!